Всем привет, канал Польза.нет. Идем топить Redmi K80 Pro. И здесь у нас Elite 800 сенсор. И помимо этого еще и Snap 8 Elite. И чего только нет. Смотрим. Ну что, стандартно здесь у нас IP68. И по идее с ним ничего не должно произойти. На что я очень сильно надеюсь. Вот так мы спокойно снимаем. Напоминаю, что все равно лучше использовать чехлы для съемки под водой, если вы прям захотите что-то использовать под водой. И помнить, что если вы видите пузырьки, это нехорошо. Отдельного режима для съемки под водой я здесь не видел. Смотрите, кстати, SetEdit, получается, частично все-таки перевел менюху и все больше и больше переводит. И пока живой. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня, как всегда, я расскажу вам о новинке. Это победитель всех, опять же, чартов по продажам Redmi K80 Pro или Xiaomi Redmi K80 Pro. Что это будет в перспективе? Poco X7, Poco X7 Pro или, может быть, Poco F7 или F7 Pro, покажет время. Сегодня он похож на Civi кое-какой. Обзор уже был на канале. Что здесь хорошего? В первую очередь, сканер отпечатков пальцев находится очень высоко, и это удобно. Супер флагманская плотность пикселей далеко за 500 ppi. Помимо этого, разумеется, бешеная яркость. Помимо этого, металлическая рамка, защита от влаги, 120 Гц экрана, последний процессор 8 Elite от Snap. Но насколько он хорош, стоит ли на него обращать внимание, вы узнаете в ролике. Напоминаю, что мы его уже жарили на канале Польза Стрима. Можете посмотреть вырезки из стрима, я его оставил. Я его буду сравнивать сегодня для вас с iQOO 13. Здесь топовая вибра. Здесь у нас очень неплохая съемка. Разумеется, может снимать 4К 60 FPS, 8К. На фронталку 1080p 60 FPS. Датчик приближения физический. И много всего хорошего. Но как это все повело себя в жизни, вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в коробке из плотного картона. На ней есть краткая информация и название модели. Упаковка оформлена в бело-сером цвете. Выглядит все это дело неплохо. В комплекте мы имеем чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Слот под две сим-карты, карту памяти запихать сюда нельзя. Габариты смартфона 160 на 75 на 8,7 мм, 12 мм вместе с блоком камер. А вес у него прям флагманский, 214 граммов, учитывая размеры. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого я еще разыгрываю iPhone 16 на Новый год, так что смотрим описание и участвуем. Уже неделя осталась. Перейдем же непосредственно к смартфону. Начнем. В продаже есть белая, черная и зеленая расцветка данной модели, а также, по всей видимости, есть еще две лимитированные расцветки. Дизайн от прошлой 70-й линейки отличается. Не скажу, что выглядит смартфон по мне намного лучше, но плюс за рамки из алюминиевого сплава и стеклянную тыльную часть. Собран K80 Pro хорошо. Качество материалов по мне отличное, ко всему смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с погружением в воду и одновременно видеосъемкой. Отдельно хочу отметить, что Xiaomi у меня еще не тонули, и так делать в принципе не стоит. Для этого существуют специальные чехлы. Что касается эргономики смартфона, то в руке лежит он удобно, грани прямые, но тыльная часть имеет слегка закругленные края. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, ИК-порт, разъем USB Type-C OTG версии 3.2, микрофоны и стереодинамики. Мини-джек отсутствует, что неудивительно в принципе. Качество звука неплохое, удобно, что можно персонализировать звучание, есть предустановки для разных сценариев и не только. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей. Экран плоский, рамки минимальные и симметричные. Плотность пикселей флагманская, прямо супер, 526 ppi. По моим замерам на 100% яркости он выдает магические 1300 люксов, пике 1600. Частота обновления экрана адаптивная, максимум 120 Гц. Результаты теста на частоту дискретизации касания средние, но в играх сенсорный отклик прямо
прям отличный и хороший, как и в повседневном использовании. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Показатели шума вы можете наблюдать на экране выше 30%, даже по ТК прибору, не только по радуксу, шум не поднимается. Полноценный Always On дисплей в наличии, за что отдельный плюс. Далее, разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро и завести можно до 5 отпечатков пальцев, но минус за то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Распознавание лица срабатывает стабильно, хорошо и даже под углом. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Летим дальше. Процессоры у нас здесь Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Самый последний и самый мощный. Техпроцесс 3 нанометра, 8 ядер, а максимальная частота 4,32 ГГц. Графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система HyperOS версии 2.0 на базе Android 15 версии. Русского языка на борту нет, что привычно. С эдитом, когда переводите, меняется совсем чуть-чуть. Google сервисы, разумеется, на борту. Имеется поддержка Wi-Fi 7 версии, 5G, 4G сетей и ниже. Поддержки eSIM нет, как и нет 20-го бенда для 4G, но есть 3 и 7. Датчик приближения отрабатывает хорошо, запись разговора в стоке без уведомления собеседника о начале записи разговора есть, так как это китайская версия смарта. Bluetooth версии 6.0 это первый смартфон с такой версией у меня на руках. Список аудиокодеков хороший, NFC-модуль на борту и MirPay встает без проблем. GPS двухдиапазонный и показывает точность до 4 метров, что странно для Qualcomm. Емкость аккумулятора же здесь 6000 мАч. В PC-марке устройство выбивает 18455 баллов в Work Performance и показывает результат в 9 часов 48 минут. При, разумеется, максимальном разрешении 120 Гц экрана. Это прям круто. K80 Pro поддерживает быструю зарядку до 120 Вт и беспроводную до 50. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки. У меня в среднем за 36 минут. Но прикол в том, что там постоянно нужно нажимать эту кнопку Boost. Но чтобы вас не мучило постоянное переключение кнопки в режим Boost, то есть когда вы подключаете его на зарядку, он предлагает увеличить скорость, если родной зарядкой на 120 Вт, либо зарядкой, которая поддерживает его протоколы. Нужно в настройках заряда батареи выставить топ-спид. Тогда вам не нужно будет постоянно переключать это все дело. При просмотре видео на YouTube за час уходит у меня в среднем 4-5% заряда. Опять же, при максимальной герцовке и максимальном разрешении в играх за час уходит 24%, но там все плохо, мягко скажем. Почему? Потому что даже в PUBG New State он сбросил яркость у нас при игре буквально через 20 минут до 320 люксов. Это прям печаль. Я, наверное, оставлю себе этот смартфон, посмотрю, что они доделают, посмотрю, в какой реинкарнации у нас он появится. Потому что на данный момент комфортно играть с ним можно только с кулером. Хотя тач был волшебный, все было круто, но яркость вообще не радует. Перейдем к тестам. Сколько в Antutu он выбил попугаев, вы видите на экране, но стабильно это было больше 2 миллионов. Но по поводу тротлинг теста я могу вам сказать маленькую печаль. Тот график, что вы видите на экране, получился у меня только в холодильнике. То есть тротлинг тест, тест планировщика 100 потоков 60 минут, как мы обычно делаем, впервые я увидел смартфон, который не смог его пройти вообще. И это, конечно, печально, потому что, значит, с охлаждением что-то совсем не веселое. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D Mark и остальных тестах вы видите на экране. Все стандартно для этого процессора, никто его пока не обуздал прям топовым. Но, с другой стороны, если смотреть тот же 3D Mark, стабильность очень даже неплохая показывается. Очень странно, что он не проходит тротлинг-тест, но, опять же, когда говорят, что тротлинг-тест планировщика это все мелочи, вот они мелочи. Начинаешь играть, яркость сбрасывает капитально. То есть все-таки он показывает возможности проца при нагрузке. Переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей, телесенсор Samsung S5 KGN5. Их характеристики вы видите на экране, и могу одно сказать, что вы примеры видео, разумеется, тоже увидите. Самый основной минус здесь это не в том, что он не может снимать при его стоимости 4К 120 FPS на основной модуль. И не то, что он не может переключаться на фронталку, а то, что у фронталки у нас всего 1080p 60 FPS. Даже при 20 мегапикселях это не особо волшебно выглядит. Плюс он упорно выкручивает контраст. Кому-то нравится, кому-то нет. Я сравнивал данную модель со смартфоном iQOO 13, который тоже не блещет вообще характеристиками. 100% победителей нет. Отмечу, что фронтальный сенсор лучше у iQOO, во всяком случае справляется. Ночью в сравнении основных сенсоров Redmi показал лучше работу со светом и заметно выше детализацию. В то же время у iQOO есть шумы, но из тени он вытягивает больше информации. Тут, как говорится, кому что больше нравится. К слову, отснятый материал воспроизводится без проблем. У меня лично во всех плеерах видео без тормозов и
антифризов, в отличие от iQOO. То есть у Xiaomi кодировка адекватная. Короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Так, 4К 60 FPS ночью. Вот сейчас самый такой козырный тест. Почему? Потому что автоподстройка частоты кадров отключена и на iQOO, и на Xiaomi. И вот так вы примерно сможете себя снимать вот в этих режиме обстановки. Очень надеюсь, что я сейчас буду перекрикивать музыку, потому что если я не буду перекрикивать музыку, то меня благополучным образом YouTube заставит вырезать это дело, и мы сейчас будем ее перебалтывать. И я вижу, что у Xiaomi чуть-чуть есть с кадрами проблемы, и iQOO больше вытягивает. Но iQOO мыло у зелени, просто какой-то мольберт. Так, ну и разница в двух ультрашириках: 1080p 60 FPS и 4К 60 FPS у iQOO. Вот так примерно вы сможете снимать на эти два смартфона на ультраширике. И iQOO по мне с светом справляется хуже. Вот человек едет абсолютно не по нужной дороге. Но это дети. Ну, как всегда, Xiaomi не особо заморачивается со своей фронталкой. 1080p 60 FPS. И iQOO 4К у нас 60 FPS. Вот так сможете себя снимать ночью. Ну что, 4К 60 FPS ночью. Вот так два смартфона могут снимать. И ни один из них не назову камерафоном. Единственное, что делает, по моим ощущениям, iQOO, он вытягивает больше инфы, но ощущение зато у тебя, что у тебя дымка какая-то. И у него можно включать ультраширик. Кстати, иксы. Там X10 против X6. Сейчас мы 5 секунд прикинем. Вот X6 на Xiaomi, X6 на iQOO. Одинаково бесполезно, но вроде на iQOO чуть-чуть лучше. А это уже интересный тест. Это 4К 30 FPS. Ну, в этом разрешении надо снимать ночью. Точнее, не с этим разрешением, а именно с этой частотой на 30-ке. И я не скажу, что супер плавно у Xiaomi, но как есть. И здесь также X2, допустим, X2.5 и X5. Вот так. Даже не знаю, что лучше. Ну и два ультраширика: 1080p 60 FPS у Xiaomi и 4К 60 FPS у iQOO. У iQOO шумы, у Xiaomi ничего. Нету полезного. Для интереса. Фигурка. Кто как вытягивает ее. Она, кстати, чуть-чуть подсвечена. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И да, к сожалению, iQOO может переходить на ультраширик, а Xiaomi нет. Вот так вы с двух рук сможете снимать. Наверное, iQOO с светом справляется хуже, хотя у вас может быть другой взгляд. Но нет, вот на лампы, если посмотреть, то здесь либо паритет, либо даже Xiaomi проигрывает. Ну, во всяком случае, наше дело сравнить, а ваше дело оценить для себя. Потому что можете включить и паузу, и всего чего. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Романтично. И 4К 60 FPS да, против 1080p 60 FPS на ультраширик. Вот так сможете снимать на ультраширик. Опять же, в движении сложные объекты с двух рук. И фронталка 1080p 60 FPS против 4К 60 FPS у iQOO. Ох, что-то с Xiaomi не то. Вообще не то. Вообще с Xiaomi все, мягко скажем, плохо. 4К 60 FPS, две основы. И вот так вы сможете снимать днем что-то, движение, когда что-то двигается против солнца.
иксы максимум. X10 и X6. Допустим, если X6 и X6 взять, то будет примерно вот так. Ну что же, 4К 60 FPS против 1080p 60 FPS, 2 ультраширика, и вот так вы сможете снимать где-то там, что-то там, допустим, воду в режиме реального времени. Два основных модуля 4К 60 FPS. Вот, кстати, за счет контраста по мне чуть-чуть четче сейчас выглядит К80 Pro, но надо смотреть на большом экране. Картинка. Но опять же вы напишите, что и как. И иксы, допустим, X2, X2, X6 и X6. Ну и стандартно на Xiaomi не видно почти ничего полезного, на iQOO что-то полезное видно. Ну что, две фронталки, 1080p 60 FPS против 4К 60 FPS. И вот так, допустим, сейчас 5 секунд в движении, вы сможете себя снимать. Насколько эффектно и эффективно, решать вам. Но иногда вот так смартфоны прыгают у вас вверх-вниз, и это абсолютно нормально. Да, на какой-то цвет лица прям в госпиталь бежать надо. Кто понял, тот должен. Или кто должен, тот понял. На Xiaomi не все так печально. Ну что, еще чуть-чуть продолжим с Redmi K80 Pro. После того, как я его погонял, конечно, в прожарке, не особо хочется его тестировать еще. Но я уверен, что что-то допилит. Я его пока оставлю, скорее всего. И посмотрим, что они сделают с глобалкой. Во всяком случае, до момента стрима на Xiaomi, на основном канале, мне кажется, есть смысл его чуть-чуть помучить. Вот смотрите, как динамический диапазон отсутствует у фронталки у Xiaomi и присутствует у фронталки у iQOO. Но у iQOO со стабилизацией не все волшебно по мне. Хотя, как говорится, все относительно. Ну и немного два основных модуля. 4К 60 FPS. Лифт. Обзор одним кадром на K80 Pro еще будет. На iQOO 13 уже был на канале Польза Лайв. Так что смотрим, оцениваем. На iQOO включено усиление голоса. И iQOO может уходить на ультраширик. И X2. Быстро кнопками. И X2 так. О, какие шумы на X2 на iQOO. Не надо нам такого. Оценивайте. Так, основной модуль, автопостройка частоты кадров отключена, никакого дополнительного освещения. И смотрим, как из этого дела может вытекать кофе. Такой вот экспромт латте а-ля капучино. Сейчас с двух рук уже снимаю, до этого с одной снимал. Ну, на смартфоне картинка выглядит шикарно. Я не знаю, как у вас. Ну что, основной модуль, разумеется, на ультраширик не перейти. 4К 60 FPS. И совершенно штатно мы тестируем это дело все в поездке с горы. Уже, наверное, в 200-й раз. И насколько хорошо справляется смартфон. Разумеется, что это было все разные смартфоны. Вы сейчас видите. Жаль, нет ультраширика на 4К. Но что есть, и фронталки нет. Ну, то есть смысл то, что какие деньги я за него заплатил, это прям космос. Получается, я прям вообще неразумно что-то сделал. Но, с другой стороны, здесь у нас и про мощь, и про съемку, но насколько хорошо вам смотреть сейчас, потому что я сейчас смотреть не буду. Напоминаю, что две руки на руле должно быть. Вы должны быть в шлеме. Я сейчас без шлема, для того, чтобы микрофон что-то ловил. И, разумеется, все внимание на дорогу. Вот. Потому что вот народа всякого разного бывает. Вполне возможно, что в том месте, в котором вы едете, будет что-то, что быть не должно, по идее, на дороге. А так сможете снимать.
И совсем слегка ультраширика, но это у нас уже 1080p 60 fps. По мне он печальный даже днем. Поэтому то, что вы видите сейчас ночью, если вас устраивает, то значит вам и не нужен суперский ультраширик. И все у вас и так с этим смартфоном будет отлично по съемке. Будет ли это Poco F7 или F7 Pro или X7 Pro, я узнаю в ближайшее время, вам сообщу. Может быть, даже до ролика узнаю, но не факт. Увидим. И вот так выглядит еда. 4К 60 FPS. Ну что, сейчас с дополнительным освещением, как можно сделать кофе и снять его. Это X1, это X2, это 2.5, это X5. Ну так-то эпичненько. 2.5, 2, X1, X2. И вот так это будет все выглядеть на X1. Вот Steady Shot возможен только когда у тебя 1080p 30 fps, кстати. Вот сейчас я его включил, подергал камерой. Это 4К 60 fps, обычная стабилизация. И немного пляжа. Совсем чуть-чуть. Почему-то RAW формат не могу найти в стоке здесь. Только 50 мегапикселей ультра чего-то там. Пока не могу. Так, 4К 60 fps. Вот так, если вы будете снимать с двух рук, не сравнивая, на Redmi K80 Pro, вы сможете снимать благополучно. Допустим, X6, беседочка, народ играет в теннис, народ тусит. И X0. Да, переключения, конечно, такие себе. Ну и ультраширик. Та же самая история. И мне интересно, и вам, я думаю, как он будет переключать модули. Кружочек. X15 максимум. Плавно. X5. 2.5. Видите, как меняется цвет. Просто вот по поводу цветов. Правильный, вот этот правильный. Там, где 2.1, неправильно. Это был 2.5. И переключение получается при 2.3 происходит. 2.3, 2.4 мы переходим. То есть не 2.5, а 2.3. И X1. Вот так. И 1080p 60 fps. Как вам съемка против солнца? Без разницы, где снимать, правда? Если так. Ну, при том солнца там и нет. Просто, ничего себе, как он интересно играет светом. Так, ну и сравнение фото. Смотрите, начнем с фронталки. Здесь довольно все просто. То есть, с одной стороны, тебе нравится, как рисует Айку, но это прям рисунок. И мольберт здесь начинается с волос. Я не скажу, что Xiaomi идеально, но по цвету лица правильнее Xiaomi, по цвету задних буйков, а это немаловажно, тоже Xiaomi, хотя у Xiaomi больше ощущение рисунка позади. И динамический диапазон, я бы сказал, что у Xiaomi даже хуже, чем у Айку на фронталке. Если смотреть на волосы, то здесь у нас больше волос видно на Xiaomi. Если смотреть на основные модули ночью, что мне больше всего нравится и мне больше всего интересно, вот Айку 13 у нас. По поводу работы со светом. Здесь все-таки лучше отработал Айку 13. Вон смотрите, что у нас видны даже куски ламп. Если говорить про цвет, контраст выкрутил Redmi более-менее ничего. И по поводу фотографии в лифте, смотрите, можно посмотреть, как кто нарисовал лицо. Нарисовали оба, но вот если смотреть на эту область, то здесь даже непонятно, кто хуже. Потому что, вот, допустим, вот это вот штуки, здесь пусть нахимичила Xiaomi, но не так сильно. И пусть сгладила, может быть, бороду, но здесь хоть что-то понятно и по цветам. То есть правильные цвета тапок, правильные цвета футболки. У Айку все
прикольно, приятно, но не то пальто вообще. Хотя снова, если смотреть вот на эту фотографию взглядом, наверное, человеку, который не знает, какие цвета, она будет более приятна, потому что более контрастна. Redmi тоже выкручивает цвета, но не так сильно. Ну и очередное сравнение. Смотрите, если брать лоб в лоб Xiaomi и iQOO, здесь мы видим у iQOO вроде бы какие-то там потуги с тем, чтобы работать с светом лучше, но мы чуть-чуть отдаляем и видим, что этот основной великолепный модуль. Напоминаю, что скачивайте исходники, делайте выводы сами. Нарисовал нам непонятный розовый ореол. У Xiaomi Redmi тоже не все волшебно, но все равно. Если брать вот эту фотографию, здесь по цветам Xiaomi выигрывает, но за счет того, что ощущение как будто храм в каком-то блере, за счет детализации, то есть мы видим здесь человека на пляже, допустим, однозначно у нас выигрывает по мне iQOO. Детали на двух основных модулях в дневное время, идеальное время для съемки, в принципе справится любой девайс за $250. Кто здесь лучше? Я все-таки отдам предпочтение, кстати, наверное, Xiaomi. Но и тот, и другой, видите как, рисует, красит. Мне очень нравится, когда аналитику делают какие-то фотографы. Опять же, непонятно, на кого они работают, где они работают. Но фотографы и рассказывают, что вот им нравится, как одни китайцы рисуют, а Samsung, допустим, и iPhone не рисуют, и поэтому там блер. Ну, у каждого свой взгляд. По мне лучше натурально, но без мольберта, чем не натурально и с мольбертом. Здесь все-таки, если не паритет, то я бы отдал предпочтение Xiaomi. Но снова это все субъективно, и фотографии днем слишком близки, чтобы каким-то образом выделять одно или другое устройство, и то, и другое сфотографировало нам неплохо улицу, и у того и другого деталей хватает. Здесь, допустим, у iQOO по мне лучше. Так вот кропать можно бесконечно, допустим, до птички этой, как у кого она лучше видна. Видите, какие разные. Один нарисовал с черной головой птицу, а второй воробья нормально нарисовал. То есть iQOO проиграл здесь. Примерно так. Скачивайте исходники, делайте выводы. Повторяюсь, для фотографии можно потратить чуть-чуть меньше, значительно меньше, в 2 раза, и получить не худший результат. Минусы: нет 20-го бенда, нет русского языка. В стоке, разумеется, сброс яркости в играх, притом очень быстрый и резкий. Ну и дизайн, как всегда, у нас на любителя. Хотя металлические рамки вот прям конкретно радуют. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. И напоминаю, что Xiaomi перешиваются уже непросто, то есть разблокировать загрузчик и накатить туда глобальную прошивку, если она будет, если она вообще встанет на Redmi, будет не факт, что просто. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Для чего я покупаю Redmi и Xiaomi китайских версий? Напоминаю, что Redmi 14, 14 Pro, 14 Pro Plus китайские тоже были на канале, сейчас выйдут они в глобале, к слову, уже в январе, так же как и OnePlus 13, iQOO 13 уже в глобале. Так вот, если вы умудрились купить это дело прям ультра дешево, то, наверное, вам повезло. Хотя, на данный момент однозначно приобретать его не стоит. Почему? Потому что за эти деньги можно купить с входной зарядкой iQOO 13. Ну, я купил в одинаковую стоимость, что этот, что этот. Плюс здесь будет еще и диод индикации. И это только навскидку, вот он у меня в руке. Помимо этого, в 60 тысяч S24 Samsung можно купить. И еще много всего. Если говорить о том, насколько он будет выгоден, допустим, в долларов 350, да, это будет цвет, блеск, красота. Но только если они найдут, как либо задушить процессор, либо оптимизировать его. Потому что то, что он сбрасывает яркость так быстро, так люто в довольно простых задачах, это прямо не очень хорошо. Да, они нам сделали довольно компактный смартфон, то есть его компактом не назвать, но это уже совсем не лопата. Если говорить про ощущения, в руке лежит супер классно, металлический корпус супер круто, плотность пикселей нереально круто, еще и беспроводная зарядка. И технически я сейчас, когда вам все это дело перечисляю, я держу его в руках и понимаю, что это флагман. То есть это от Redmi флагман. Да, здесь нет 4К 120 FPS, но по большому счету все. Это я имею в виду в перспективе, когда у него будет глобалка, у него будут все бенды, русский язык и все остальное. Но они молодцы. То есть Redmi сами по себе, получается, очень даже неплохо растут. И растут они поступательно. Почему его приобретают, я реально понимаю. Вибра мне понравилась, со звуком, разумеется, перекос. Фронталка, разумеется, слегка скромная. Разумеется, переключение между камерами, но все штатно. Сделали они что-то лучше? Да.
Мне безумно нравится сканер отпечатков пальцев, мне безумно нравится Vibra здесь. Есть ли смысл переходить с моделей младше? Нет. Напоминаю, что андроиды, в принципе, как и яблоки, я считаю, нужно переходить через поколение. Вдруг у кого-то есть Redmi и кто-то фанат уже на руках, напишите, как вам этот девайс. K80 тоже будет на канале. Девайсу от меня в китайском исполнении, разумеется, если вы не в Китае, однозначно нет. Даже если вы энтузиаст, подумайте 3 раза, потому что, еще раз, 60 тысяч вы можете купить Vivo, iQOO, Realme. Хотя, опять же, может быть, вы найдете, где приобрести его по цене производителя, и тогда все будет хорошо. Но насколько хорошо, я вам сказать не могу, так как спеки реально флагманские, и вроде бы это Redmi, но и беспроводная зарядка, и защита от влаги, и топовые камеры, и топовый процессор, и ты такой, только название Redmi, а не Xiaomi. Так что в глобале от меня, скорее всего, ему будет да, если они допилят процессор. Если было интересно, подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментах, делать ли обзор одним кадром, когда я хожу и рассказываю о смартфоне, потому что здесь я думаю, а зачем? А может быть и стоит. Добра и удачи вам, дорогие друзья!